Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить вот такой приятный, изящный джемпер, который, в принципе, будет идеален для повседневки. И, в общем, таким простым, незамысловатым узорчиком. Вяжется очень легко и просто. К тому же мне очень приглянулись вот эти вертикальные полосы, которые визуально будут стройнить фигуру, согласитесь. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Так, и вязать его, повторюсь, довольно легко и просто. Это плотная вязка, и, в общем-то, джемпер подобрала ниточки определенной толщины, как раз, знаете, не толстые, не тонкие, да, и будет оптимальный вот такой вариант джемпера. Давайте я вам покажу сейчас, какую пряжу я подобрала для данного джемпера. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Alize Lana Gold Fine. Это полушерстяная пряжа, 49% шерсти содержит и 51% акрила. Турецкая пряжа, 166 цвет, такой нежный, сиреневый. И в 100 грамм 390 метров. Очень бюджетный расход, как видите. И цена очень невысокая у этой пряжи. Очень и приятно из нее вязать. Она хорошей скруточки. Видите, да? Вот. Не лохматится, ничего. Мягенькая, хорошенькая. Такая тоненькая ниточка получается. Вязала я спицами троечкой. Троечку вот показываю вам. Так. Ну и вот так выглядит у меня два раппорта узора. И вот так переход от резиночки у нас к узору. Вот так осуществляется. Обязательно это должно совпасть. То есть вот этот переход, резиночка и узор. И я показываю, в общем, как это получается сделать по схеме. Так. Ну, приближу я вам узорчик. Вот такие интересненькие какие-то. Не пойму я. Божьи коровочки, что ли. Узор плотненький, да, мало просвечивается, то есть очень приятный узорчик получается, незамысловатый, такой с вертикальными полосочками, будет визуально стройнить фигуру, да, очень интересный получается модель. Узор необычный, не заезженный, как говорят, и я его рекомендую вам освоить и связать этот красивый, интересный джемперок, который можно носить на повседневку. Итак, давайте посмотрим с вами схему узора. Вот так выглядит схема нашего узора. 12 петель у нас раппорт. Вот здесь выделен. Так, и высоту это 20 рядов. Смотрите, мои хорошие, здесь у нас показана резинка 3 на 3 будет вязаться. И вот переход от резинки 3 на 3 к самому ажурному узору. Вот первый ряд ажурного узора начинается, и вот его раппорт с 1 по 20 ряд. Вот. Мы будем с вами сегодня вязать и резинку, и ажурный наш узор. Ну, как его назвать? Ажурным можно с натягом, поскольку у нас вот здесь всего лишь в одном ряду будут накиды использоваться. А так это плотный узор, в принципе, плотный узор, рельефный. Итак, про условное обозначение мы будем, когда вязать, в процессе вы все увидите. Это вот эти вот черточки такие наклонные, это перекрещивание петель, двух петель, то направо, то налево, да. И я там более подробно буду рассказывать об этом. Ну и давайте сейчас про выкройку.
Вот так выглядит наша выкройка, которую я подобрала. Не стала я брать японскую, то есть там маленький размер. А нас, конечно же, интересуют размеры, довольно-таки более широкий спектр размеров, да. И вот я здесь выбрала, значит, 46-48, 50-52 и 54-56 размерчик у меня будет использоваться в описании. Вот так выглядит выкройка. И по ней мы сегодня будем составлять описание. Кому нужно, девочки, делайте скрин, чтобы потом свои размерчики здесь проставить. Обязательно корректируйте размерчики по своей фигуре. Обязательно. И высоту, и ширину обязательно немножечко сделайте пересчет. Там несложно. И давайте про описание. Вот так я обычно составляю описание, которое выкладываю под видео, да. Вот эти все размеры я здесь прописала. Про пряжу. Общий расход пряжи будет в зависимости от размера. 400-550 грамм у нас уйдет. Спицы номер 3, повторюсь, и круговые спицы номер 3 тоже понадобятся для обвязки горловины. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания. И вот это вот наборные наши петельки я тоже в конце видео, когда мы свяжем образец, очень подробно рассказываю, как расположить наши узоры. Сколько петель туда-то добавить, сколько сюда-то добавить, как посчитать вырез горловины, сколько петель на плечи придется, сколько на пройму и так далее. Для чего нужна вертикальная плотность? Обязательно это все, девочки, вам надо посмотреть и усвоить, если вы новичок в вязании особенно, да, очень полезные видео для тех особенно, кто еще только как бы осваивает вязание ручное. Все вот эти расчеты простые действия арифметические содержат, поэтому не составит для вас особого труда, особой сложности, я думаю. Там довольно-таки все просто. На уровне, знаете, начальной школы все вот эти арифметические действия, как скос посчитать рукава и так далее. Про окат рукава даю ссылочку, как окат рукава посчитать. Но обычно я в начале своего вязального пути рисовала выкройку в натуральную величину и по ней вязала и прикладывала. Знаете, очень удобно. А уже когда руку набиваешь и практически уже умения появляются, там уже как бы, знаете, по наитию делаешь вот эти все закрытия у бабочки в окате. Так, мои хорошие, давайте приступим теперь с вами к вязанию нашего образца. Для образца набираем 29 петель. Будем вязать, девочки, 2 раппорта. 3 петли у нас для симметрии с левой стороны добавляются и 2 кромочные. Итого 29 петель. И первый ряд у нас будет распределение петель, резиночка будет вязаться 3 на 3. И выглядеть это будет следующим образом. Первую кромочную сняли и начинаем вязать 3 лицевые, 3 изнаночные. Снова 3 лицевые, 3 изнаночные. И так до конца ряда вяжем. И, в общем-то, высоту по схеме 10 рядов у нас идет такая резиночка. И затем приступаем к вязанию узора. Почему я заостряю внимание на резиночке? Потому что у нас расположение узора будет не простое, а относительно нашей резиночки 3 на 3 располагаться симметрично и красиво. Поэтому обязательно используем эту резиночку. И сейчас свяжем 10 рядов в высоту, и я покажу, как перейти с резиночки на наш ажурный узор. Свяжем еще раппорт узора. Так, мы связали 10 рядов резиночкой 3 на 3 и переходим к вязанию ажурного узора. Несмотря на то, что я уже связала один раппорт, это ни на что не влияет. Мы сейчас повторим этот раппорт. Итак, от резиночки переходим к первому ряду ажурного узора. Вяжем первую кромочную, снимаем 3 лицевые и 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Связали раппорт 1.
Второй раппорт вяжем снова 3 лицевые и 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И второй раппорт связали. 3 петли у нас вяжутся лицевыми петельками. Мы их с вами набирали для симметрии. Кромочная вяжется изнаночной. Второй ряд будем вязать, как смотрят петли. Третий ряд у нас будет такой же, как и первый. То есть мы будем вязать с вами 3 лицевые. 1, 2, 3. И 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И повторяем все это со вторым раппортом. Так, у нас с вами в четвертом ряду нужно будет, можно вязать, как смотрят петли, можно вязать по схеме. Заостряю внимание, значит, каким образом? Ну, то, что это у нас для симметрии 3 изнаночные вяжем, и вот начинается наш раппорт. И здесь, смотрите, первая петля вяжется изнаночной, а затем вяжется 3 лицевые. 1, 2, 3. Опять изнаночная петля и снова 3 лицевые. 1, 2, 3. И снова изнаночная петля. Так, и 3 изнаночные. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Вяжем 5 ряд. Наш раппорт начинается 3 лицевые. Далее следующие 2 петли перекрещиваем налево. Как это сделать? Смотрите, первая петля у нас, первая петля будет перед работой, а вторая за работой. Вот так мы их поменяли местами. Вернула я на левую спицу и связала первую петлю как изнаночная, вторая лицевая. Далее вяжем 2 изнаночные, лицевая, опять 2 изнаночные и снова перекрещиваем 2 петли теперь направо. Меняю местами так, чтобы у нас лицевая, вторая оказалась поверх изнаночной. Изнаночная идет за работой, лицевая перед работой. И вяжем ее лицевая, изнаночная. Связали раппорт узора. Второй раппорт также вяжем 3 лицевые. Меняем, перекрещиваем 2 петли налево. Первая перед работой, вторая за работой. Вяжем изнаночная, лицевая. Опять 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные. Перекрещиваем 2 петли направо. Меняем их местами. Вторая перед работой. Вяжем как лицевая, изнаночная. Связали раппорт. За раппортом 3 лицевые, кромочная, изнаночная. Так, связали. Ну, 6-й ряд и все последующие ряды, четные ряды, будут вязаться у нас, как смотрят петли. У нас с вами 7-й ряд. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Изнаночная. Перекрещиваем 2 петли налево. Также у нас лицевая перед работой, изнаночная за работой. Вяжем изнаночная, лицевая. Далее идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Перекрещиваем 2 петли направо. Меняем петельки местами. Первая за работой, вторая перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная. Дальше вяжем изнаночная. Связали раппорт узора. Второй вяжем самостоятельно. Вяжем с вами 9-й ряд. Так, у нас с вами первые 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее 2 изнаночные. И перекрещиваем 2 петли налево. Лицевая перед работой, изнаночная за работой. Изнаночная провязываем. Лицевая. Далее вяжется лицевая. Снова перекрещиваем 2 петли направо. Лицевая перед работой, изнаночная за работой. Связали лицевая, изнаночная.
Дальше вяжем 2 изнаночные. Связали раппорт, повторяем этот же раппорт. У нас с вами 11 ряд узора. Вяжем первые 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее вяжем 2 изнаночные. И сейчас у нас будут перекрещиваться 2 петли направо. Вот меняем местами. Первая за работой, вторая перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная. Следующая идет лицевая. И следующие 2 петли перекрещиваем налево. Первая перед работой, вторая за работой. Поменяли местами, провязали изнаночная, лицевая. И 2 изнаночные у нас еще в раппорте. Связали раппорт, повторяем раппорт. 3 лицевые, 2 изнаночные, перекрещиваем 2 петли направо. Вот таким образом лицевая перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная, опять лицевая. Перекрещиваем следующие 2 петли налево. Меняем их местами, вяжем изнаночная, лицевая и 2 изнаночные. Связали второй раппорт. 3 лицевые, за раппортом вяжем для симметрии. И кромочную вяжем изнаночной. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 у нас с вами ряд. Вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее идет изнаночная. Перекрещиваем 2 петли направо. Первая за работой, вторая перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная. Далее вяжем изнаночную, лицевая, снова изнаночная. И перекрещиваем снова 2 петли налево. Первая перед работой, вторая за работой. Поменяли их местами, провязали изнаночная, лицевая. И еще у нас в раппорте осталась 1 лицевая. Связали раппорт. Повторяем второй раппорт. Вяжем с вами 15 ряд узора. У нас идет раппорт первый, 3 лицевые. Далее идет изнаночная. Затем перекрещиваем 2 петли налево. Смотрите, первая у нас идет перед работой, вторая за работой. Вяжем изнаночная, лицевая. Далее идет изнаночная, лицевая. Далее идет изнаночная. И снова перекрещиваем 2 петли направо. Меняю петельки местами. Первая у нас за работой, вторая перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная. И заканчиваем все изнаночной петлей. Связали 15 ряд. Повторяем второй раппорт. Вяжем с вами 17 ряд. Смотрите, у нас идут первые 3 лицевые. Далее идут 2 изнаночные. А далее мы меняем петельки местами. Перекрещиваем 2 петли направо. Первая перед работой, вторая за работой. Поменяли местами, вяжем изнаночная, лицевая. Далее идет лицевая. Снова петельки 2 перекрещиваем направо. Первая идет за работой, вторая перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная. И 2 изнаночные в конце раппорта. Связали раппорт, повторяем тот же самый раппорт. У нас сейчас с вами 19 ряд. Будем вязать раппорта нашего. Первые 3 лицевые, затем идут 3 изнаночные, и затем мы вяжем накид, делаем 3 вместе лицевой у меня получается, провязываем с наклоном влево, снова накид и 3 изнаночные. Вот и все. Весь раппорт связали. Второй также вяжем 3 лицевые, 3 изнаночные, сделали накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, опять накид и 3 изнаночные. Связали второй раппорт. И за раппортом 3 лицевые для симметрии вяжем кромочная, изнаночная. Так, и сейчас я вам покажу 20 ряд. Здесь, в общем, так будет вязаться у нас. Вяжем эти 3 для симметрии изнаночные, и начинается наш раппорт. Да? Вяжем, смотрите, 3 лицевые. А вот этот наш накид будет вязаться у нас изнаночной петлей. А вот эта петля будет вязаться лицевой.
накид опять вяжется изнаночной. Далее вяжем 3 лицевые. И далее вяжем 3 изнаночные. Связали 1 раппорт. Второй повторяем также. 3 лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевые и 3 изнаночные. Второй раппорт связали. Кромочная, изнаночная. Итак, девочки, мы связали полностью раппорт 20 рядов. Сейчас повтор у нас будет с первого ряда вязаться. И мы будем с вами сейчас делать влажно-тепловую обработку нашего образца, чтобы определить его плотность. Итак, горячим паром обдаем наш с вами образец. Сейчас он станет очень-очень влажным, податливым. И мы его потянем в разные стороны хорошенько. Так. Узор наш тоже по краешку надо хорошо разгладить. Вот эти края. Также отпариваем аккуратно. Так. Второй край. Так, сейчас оно высохнет, наше вязаное полотно, и мы будем делать расчеты. Итак, у нас с вами сейчас будет измеряться ширина и высота нашего вязаного образца. Смотрите, у меня ширина получилась 15 сантиметров. Мы с вами набирали 29 петель, да? Давайте 29 поделим на 15. Ну, вот такая у нас получается плотность. 1,9. Я записываю. Вот сюда записываем. В 1 сантиметре 1,9 петель. Теперь измеряем вертикальную плотность. Сейчас мы будем измерять высоту моего образца. Вот у меня 18,5 получилось. И здесь участвует у нас 10 рядов резинки и 2 раппорта по 20 рядов. Итого 50 рядов, да? 50 рядов делим на 18,5. Получаем 2,7 плотность по вертикали. Запишем также в 1 сантиметре 2,7 ряда. Вот эти две цифры мы сейчас будем использовать в дальнейших расчетах. Сейчас нам понадобится выкройка. Вот такую выкройку я подобрала для данной модели. Я не буду использовать ту выкройку, которая прикладывается к этой модели из японского журнала, потому что там маленький размер. Первое, что мы с вами обычно делаем, это распределяем петли, считаем их количество по спинке и по переду. Да? Для этого берем машинку и смотрите, у меня ширина на 46-48 размер. Так, 46, 48, 50, 52 и 54, 56 размер. Так. И у меня на 46-48 ширина 53 сантиметра. На 50-52 59 сантиметров. И на больший размер 62,5. Так, и смотрите, девочки, значит, наша плотность, которую мы с вами определяли, после того, как связали образец, в 1 сантиметре 1,9 петель. И сейчас я эти наши 53 сантиметра умножу на эту плотность. 53 умножить на 1,9. Получается 101 петля. Запишем. 101. Пока такой черновой вариант. 101 петля. Второй размер. 59 сантиметров умножить на 1,9 плотность. Получается 112 петель. Запишем. Тоже черновой вариант.
И второй и третий размер 62,5 умножить на 1,9. Получается вот такой вот вариант: 118, 119 петель. Возьмем большую сторону. А теперь надо сделать так, чтобы количество петель в раппорте у нас было целым. Определить, сколько целых раппортов умещается в наших петлях. Помните, да, у нас раппорт 12 петель составляет, плюс 3 петли для симметрии. И это надо обязательно учитывать при распределении узоров. Начинаем опять с первого размера. 101 поделим на 12 петель. Число петель в раппорте. 8 целых раппортов у нас с вами умещается. Давайте нарисуем это все дело. Я обычно вот так рисую схематично. Смотрите, это представьте ваш наборный ряд, да? И 8 раппортов располагаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раппортов по 12 петель умещаться. Плюс 3 петли слева у нас для симметрии. Помните, мы вязали образец, да? И по кромочной, одна кромочная справа, соответственно, одна кромочная слева, соответственно. И теперь давайте посчитаем общее число петель, которое у нас с вами получилось. 12 умножить на 8 – это 96 петель, правильно? Плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Итого 101 петля. Мы с вами идеально уложились. Ничего изменять не будем. Второй размер 112 петель. 112 поделим на 12. Получается 9 целых раппортов. Ну, по аналогии также мы с вами рисуем, да? Рисуем наборный ряд и 9 раппортов по 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нарисовала я. Пусть это будет выглядеть несколько смешно, когда я так, как в первом классе рисую, да, но зато есть люди, которым это более понятно и доступно. Наглядное изображение. Итак, смотрите, 9 раппортов по 12 петель у нас уместился на второй размер, плюс 3 петли для симметрии, 3 лицевые, помните, с левой стороны, и кромочная, одна справа, одна слева. Считаем, сколько это будет попетельно. 12 умножить на 9, это 108 петель, плюс 3 петли для симметрии, это 111, плюс 2 кромочные. Девочки, нам надо набирать 113 петель. Исправим на одну петлю побольше. Вот здесь будет в наборе участвовать 113 петель. И для третьего размера, значит, 119 петель поделим также на 12 петель, число петель в раппорте. Ну вот смотрите, не 9, не 10. Понимаете, какая интересная история. И если мы возьмем с вами 9 раппортов, то я предлагаю добавить изнаночную гладь справа и слева симметрично. Смотрите как, если нам нужно четко, вот так мы не уместились, да, в четкое число раппортов. Опять я рисую наборный ряд схематично, да, и рисую 9 раппортов. Значит, я рисую 9 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По 12 петель. С левой стороны у нас 3 петли для симметрии, неизменные. Нарисовали, да? Кромочные тоже у нас, их никуда не деть. Справа, слева по кромочной. Так? Так. Теперь считаем, что у нас получилось. У нас должно получиться также 113 петель, девочки. Как вот в предыдущем раппорте, да? А нам надо 119. Давайте 119 отнимем 113. Вот 6 петель нам не хватает с вами, чтобы перейти на другой размер. И как я предлагаю компенсировать? Предлагаю добавить 3 изнаночные в самом начале. Вот так 3 изнаночные будут начинаться у нас наши петли. И 3 изнаночные в конце.
Я думаю, что кашу маслом не испортить, и они там очень впишутся, вот эти вот изнаночные. Вот такой вот расклад. Также я и напишу вам в описании для вот этого большого размера. Следующее, что я хотела бы сказать. Давайте распределим петли по горловине, по плечам и по пройме. Глубина проймы у нас, смотрите, на первый размер 6, на второй 6,5, на третий 7. Давайте петли посчитаем, также с применением плотности. Смотрите, 6 сантиметров глубина проймы умножаем на плотность 1,9. Получаем 11 петель. Запишем. Вторая пройма у нас идет 6,5. Умножаем также на 1,9 плотность. Получаем 12 петель. Ну и на третий аналогично у меня получилось 13 петель. Вырез горловины составляет на два первых размера 21 сантиметр и в ширину. И на третий размер 22 сантиметра. Также определяем, давайте, сколько петель придется на вырез горловины. 21 сантиметр умножим на плотность 1,9, получается, ну вот 40 петель, конечно же, здесь напрашивается, соответственно. Но поскольку у нас с вами нечетное число, я всегда руководствуюсь тем, что горловина, если у нас нечетное число по спинке, то для вычисления необходимо, чтобы вырез горловины тоже был нечетное число. Поэтому я пишу 41 петля. И, соответственно, для третьего размера я пишу 43 петли, потому что там больше ширина. Так, а теперь вычисляем с вами плечо. Как я это делаю? Методом вычитания я это делаю. Смотрите, первый размер 101 петля по спинке. Отнимаем, сразу отнимаем вырез горловины 41 петля. Отнимаем 2 проймы. 2 проймы по 11 петель, это 22 петли, да? Отнимаем 22 петли. Получается 38 петель у нас на плечи приходится. Поскольку у нас 2 плеча, делим на 2, получается каждое плечо по 19 петель. Собственно, это можно было сделать и путем того, что мы с вами это плечо, вот оно тут указано на выкройке 10 сантиметров, могли умножить на плотность 1,9, да, и устно считаем, это будет те же самые 19 петель, согласитесь. Аналогичным образом я уже посчитала, не буду загружать видео, вы посчитайте для других размеров. У меня это получилось 24 и 25 петель плечи. Так, и это все будет в описании, девочки, под видео выложено, поэтому не пугайтесь. Теперь давайте быстренько перейдем к рукавчику. Рукавчика самое главное определить по низу, сколько петель. Затем в самой широкой части рукавчика надо определить вот тут до локата, сколько будет петель. И, конечно же, посчитать скос. Давайте все это сделаем. Ну, по низу я уже взяла 41 петлю. И сейчас я вам расскажу, как я там собираюсь расположить узоры. Поскольку у нас с вами резинка идет, да, вы видели, резинка 3 на 3, да, по низу вначале у нас вяжем 10 рядов резинки 3 на 3, и затем также, как и по спинке, переходим плавно к узору. Вот, и в узоре у нас будет такой расклад, смотрите, 3 раппорта у меня уместилось в узоре, то есть 12 умножить на 3, это будет 36 петель, плюс 3 петли для симметрии и плюс 2 кромочные. Вот из этого сложились 41 петля в начале распределения нашего узора. То есть это будет вот так. После резинки вы вот так плавненько переходите к узорам, да? То есть это будет вот так выглядеть. Смотрите. 3 раппорта по 12 петель. Для симметрии 3 лицевые слева и по кромочной справа, кромочные слева. И получается у нас всего 41 петля. Вот так. И для самой широкой части рукава также вычисляем. Вот видите цифры 36, 39, 43 на 3 размера. Да? Вычисляем 36, умножаем на плотность 1,9. 36 на 1,9 получается 68 петель. 68 я буду округлять, опять-таки руководствуясь тем, что нам нужно нечетное число, поскольку по низу
для вычислений у нас идет нечетное количество петель, 41, да? Поэтому я пишу 69. Аналогичным образом я считаю на следующие два размера, да? Так, и теперь скос. Для скоса понадобится вертикальная плотность, чтобы посчитать. Значит, помните, мы считали вертикальную плотность в 1 сантиметре 2,7 ряда умещается, да? И вот смотрите, что мы сейчас будем делать. Можно, конечно, планку, я измеряла 4 сантиметра, она у меня получается, исключить из прибавок, да, по скосу. Но поскольку у нас ничего тут страшного нет, берем, значит, от начала вязания до оката вот эти размеры. Видите, стоят размеры 43, 42 и 41. Вот мы их сейчас умножаем на вертикальную плотность. Вот смотрите, от низу рукава, подчеркивая, до оката стоит величина 43 сантиметра. Я все показываю, девочки, для примера. Я вам заостряю на этом внимание. Вы свои размеры обязательно проставьте здесь по выкройке, потому что у нас у всех и рост разный, и размеры разные, да? Обязательно слепо не доверяйте выкройке. Это такой какой-то усредненный стандартный вариант. Свои мерки ставьте здесь. Просто по аналогии делаете. Смотрите, 43 сантиметра от начала вязания до оката я умножаю на вертикальную плотность 2,7. И получаю 116 рядов. Вот я это записала, 116 рядов. Аналогично я просчитала все остальные показатели. 113 у меня на второй размер и 111 рядов получилось. А теперь будем считать, сколько петель нам необходимо всего прибавить по скосу. Для этого я из большего числа 69 отнимаю низ нашего рукава 41 петлю. То есть 69 отнять 41, получается, надо всего прибавить 28 петель. Но, и причем прибавлять их справа и слева симметрично и равномерно. То есть у нас два скоса, я делю на 2, получаю 14 петель справа и слева по скосу. То есть вот здесь, да, 14 и здесь 14. Так, и через равные интервалы, через равные промежутки, через равное количество рядов надо это все сделать. Как это посчитать? Смотрите, вот у нас с вами эти ряды, которые мы посчитали. Скос у нас 116 рядов. И надо 14 петель распределить равномерно. Поэтому я 116 делю на 14. И у меня получается вот 8 число. Видите, целое. Здесь можно сказать, что мы будем делать прибавки в каждом 8 ряду. Вот, в каждом 8 ряду. И на высоте 116 рядов у нас должно получиться 69 петель. На этом мы прекращаем прибавки и начинаем формировать окат рукава по выкройке в натуральную величину. Но есть формула, по которой это все считается, и я буду давать ссылку под видео на эту формулу. Так, далее. Считать не буду. Аналогично вы считаете, девочки, для других размеров. Смотрите, 73 отнять также 41. 73 петли отнять 41 петлю по низу. Будет 32 петли. Поделим на 2 скоса. Будет 16 петель. 16 петель нам также надо распределить. У нас с вами 113 рядов. 113 поделить на 16 петель. Получается 7. В каждом 7 ряду будут делаться прибавки. Так, это на второй размер. И на третий, там будет немножко нестандартно. Смотрите, 81 петля по верху, отнять 41 по низу, будет 40 петель. Делим на 2 скоса, будет 20 петель. С каждого скоса прибавляем. И как это распределить? У нас с вами 111 рядов, скос, и делим на 20 петель, которые надо прибавить. Получим вот такое число, 5,5. То есть не 5, не 6. Как выйти из этой ситуации? Обычно я рекомендую чередовать. То есть делаем прибавки в каждом 5 ряду, а затем в каждом 6. И так чередуем до самого верха, до когда будет 111 рядов. Да? И на спицах должно быть 81 петля получиться. Так, все, мои хорошие, с этим я разобралась. Теперь, что касается вертикальной плотности по спинке и переду. Да?
Для чего мы вообще ее считаем? Вот часто люди не считают ее, игнорируют. Но дело в том, что после стирки изделие вытягивается, да, сильно, как правило. И чтобы вот это исключить, мы считаем вертикальную плотность и измеряем длину изделия не в сантиметрах, а в рядах, девочки. Вот так. Вот смотрите, от низа рукава, от низа спинки до проймы у меня стоит размер 39 сантиметров на все три размера наших. Вот мерка стоит 39. Я перевожу ее в ряды. 39 я умножаю на нашу плотность по вертикали 2,7. У меня получается 105 рядов. Вот я написала, видите, 105 рядов. То есть мы будем вязать с вами от низа до проймы рукава 105 рядов, и только после этого начнем формировать пройму рукава. Понимаете, закрывать петли начнем. Вот. И также общая длина изделия считается от низа до плеч, до закрытия петель плеч. У нас будет разная там высота, в зависимости от размера, 60, 61, 62 сантиметра, в зависимости от размера. Но вот представьте, 60 сантиметров у нас с вами идет высота изделия, да? 60 сантиметров мы умножаем на нашу вертикальную плотность 2,7, это будет 162 ряда. Вот так. То есть надо распределять свое вязание таким образом, чтобы высота у вас закрытия плеч оказалась на высоте 162 ряда. Это для первого размера, я сказала. Аналогично считайте свои мерки, какая у вас будет длина изделия, и также просчитывайте с учетом плотности. Кстати, ведь вы можете взять и другую пряжу, да, вы можете взять и другую пряжу, и другие спицы, и аналогичным образом построить свое описание, да, то есть сделать вот эту теоретическую расчетную часть по-своему, с учетом ваших спиц, вашей пряжи и так далее, да, то есть вот такой вот индивидуальный расчет сделать. У меня мастер-класс — это как бы обучающее видео, да, то есть это видеоурок, скажем так, как составить описание, девочки. Поэтому я вас еще раз прошу не полениться, свои мерочки по выкройке проставить обязательно, чтобы не было там каких-то неприятных нюансов, да, в процессе вязания. Плечо не такое будет там, или может быть что-то еще вам не понравится. Теперь по поводу выреза горловины, это я все буду вам рассказывать в своем описании. Опишу, как вот эти вот сделать закругление по вырезу горловин и на какой высоте ее начинать. У меня там я считала, да, вот у меня высота указана. Итак, мои хорошие, я желаю вам удачи, чтобы все у вас получилось, и до новых встреч.